Привет, ARMY. Прежде чем мы начнем, сделайте глубокий вдох. Потому что эта история не громкая. Она не взрывоопасная. И здесь нет скандала, нет ссоры, нет драматического противостояния. Она гораздо тише. А иногда самые тихие моменты причиняют самую сильную боль. Все началось с чего-то простого поздравительного поста. Когда Тэхён выложил свое трогательное поздравление для Джей Хоупа, все улыбнулись. Это казалось обычным, милым, знакомым, тем, что участники делали годами. ARMY назвали это искренним, утешительным, братским. Просто еще один нежный момент между семьей. Слова были теплыми, честными и глубокими. Но пока все остальные смотрели мимоходом, кто-то этого не делал. Чингук. Он не просто пролистывал ленту. Он не слушал вполголоса. Он смотрел, наблюдая за каждой секундой. И в тот момент, когда сообщение зазвучало, что-то изменилось. Сначала это было не очевидно. Не драматично. Не такая реакция, которая вызывает шум. Это был не смех. Это не было поддразниванием. Это не была ностальгия. Это была тишина. Его улыбка на полпути исчезла. А потом его глаза наполнились слезами. Не слезами, пока нет. Просто тонкий слой слез, который появляется, когда очень стараешься не чувствовать что-то слишком глубоко. Слезы, с которыми борешься. Слезы, которые глотаешь. Потому что позволить им пролиться означало бы признать, что что-то причиняет боль. В этот момент люди начали задаваться вопросом, что именно сказал Тэхён. Почему эти простые слова поздравления с днем рождения казались тяжелее, чем должны были быть? Почему Чингук выглядел так, будто только что услышал нечто гораздо большее, чем просто «с днем рождения»? В комнате было тихо. Никакой драматической музыки. Никаких вспышек света. Никакой кричащей толпы. Только экран, сообщения и три имени, которые всегда были связаны между собой таким образом, который мир до конца не понимает. Сообщение Тэхёна было коротким. Оно не было поэтичным в очевидном смысле. Никаких метафор. Никаких громких заявлений. Но именно это и делало его опасным. Это была интимность, такая интимность, которая не кричит. Она задерживается. Он не просто сказал «с днем рождения». Он сказал «спасибо, что ты была моей опорой, когда я тихо разваливался на части». И это был тот самый момент. Чингук замер, совершенно неподвижный. Потому что эти слова не были случайными. Они не были обыденными. Они были конкретными. Тихо разваливаюсь на части. Не усталость. Не стресс. Разваливаюсь на части. И Чингук точно знал, когда это произошло. Он помнит и ту эпоху. Он помнит, как Тэхён затих, стал меньше улыбаться, медленнее отвечать, смеяться лишь наполовину. Он помнит, как разговоры становились короче, сообщения оставались непрочитанными, зрительный контакт избегался во время репетиций. Ничего драматичного. Ничего такого, на что можно было бы указать и сказать, что-то не так. Но достаточно, чтобы это почувствовать. Тот тонкий сдвиг, который замечаешь только когда находишься рядом с кем-то. И вдруг это поздравительное сообщение перестало казаться просто сообщением о Джей Хопе. Оно стало похоже на пост о главе в истории, о которой никто не говорит. Армия увидели тепло, братство, благодарность. Но Чингук услышал отстраненность. Затем Тэхён продолжил: «Ты говорил мне, что все пройдет. Ты говорил мне не винить себя. Я держался за это. Винить себя за что? Это не стало трендом. Никто не стал анализировать это в интернете. Но в той тихой комнате это взорвалось. Потому что Чингук помнит те ночи, звонки, на которые никто не отвечал. Репетиции, где Тэхён стоял чуть дальше. Интервью, где смех звучал натянуто, как будто он изображал счастье, а не чувствовал его. Была пустота. Трещина. Маленькая, невидимая для большинства людей, но реальная. И теперь Тэхён публично благодарил кого-то другого за то, что тот поддерживал его в тот самый момент. Не Чингука.
Кого-то другого. Чингук не плакал громко. Он не разрыдался. Это не в его характере. Его слезы просто оставались там, обжигая. Потому что это была не ревность, ревность была бы проще. Это было осознание. Осознание того, что хотя он думал, что защищает кого-то, на самом деле его спасал кто-то другой. Осознание того, что, возможно, он не тот человек, на которого Тэхён мог опереться, когда это действительно имело значение. И эта мысль была жестокой. Тэхён закончил тихо: «Ты, наверное, даже не представляешь, как сильно ты меня спас». «Спас меня». Это слово повисло в воздухе. Потому что спасение кого-то означает, что он тонет. А Чингук не знал. Или, что еще хуже, может быть, он знал и думал, что просто быть рядом достаточно. Позже той ночью он ничего не опубликовал. Ни эмоциональной песни, ни загадочной подписи, ни намека. Просто тишина. А иногда тишина громче всего на свете. Затем произошло нечто другое, то, чего почти никто не заметил. В первоначальном варианте сообщения была одна строчка: «Ты остался, когда другие не смогли». А потом она исчезла. Была удалена. Пропала. Но недостаточно быстро. Некоторые фанаты это увидели. Скриншоты распространились тихо, не стали трендами, не вызвали ажиотажа, просто шепотом. Если эта строчка была настоящей, то другие подразумевали отсутствие. А отсутствие оставляет следы. В тот вечер Чингук вышел в прямой эфир. Без предупреждения. Спокойно, слишком спокойно. Он говорил о репетициях, музыке, о всяких случайных вещах. Затем внезапно сделал паузу и медленно произнес: «Иногда ты не понимаешь, что что-то потерял, пока не услышишь, как кто-то это описывает. Как они выжили без тебя. Тонко. Но резко. Как стекло. Не обвинение, просто боль». Тем временем Тэхён молчал. Никакого прямого эфира. Никаких объяснений. Просто фотография в студии, в наушниках, без подписи. И едва слышно на заднем плане строчка из песни «Я научился стоять в одиночестве». Совпадений? Возможно. А может и нет. Потому что иногда расстояние не взрывается. Оно тихо растет, как пространство между двумя стульями, которые когда-то соприкасались. Никто их не сдвигает. Они просто отдаляются друг от друга. Вот на что это было похоже. Не на конфликт. На расстоянии. А расстояние может причинить больше боли, чем ссора. Прошли дни. Все выглядело нормально, слишком нормально. Профессиональные улыбки. Идеальные выступления. Но осторожность. Осторожные движения. Осторожные слова. И осторожность хуже. Потому что осторожность означает внимательность. Затем наступил крошечный момент, 2 секунды. Тэхён потянулся, чтобы поправить микрофон Чингука. Чингук первым отступил назад. Почти незаметный. Но фанаты, которые наблюдали за ними годами, почувствовали это мгновенно. Что-то изменилось. Затем Чингук выложил отрывок. Всего одна строчка: «Я был там, не так ли?» 8 мягких, хрупких, тяжелых слов. Потом он их удалил. Как будто вопрос был адресован не нам. Может быть, он был адресован только одному человеку. Позже их видели входящими в одну студию. Несколько часов внутри. Никаких утечек. Никаких новостей. Просто закрытые двери. Приватность. Когда они вышли, нейтральные, сдержанные, не сломленные. Затем наступила сцена. В середине выступления Тэхён подошел. Никакой хореографии не требовалось. Он просто подошел, остановился рядом с Чингуком, близко, но не касаясь его, и спел строчку, которая не была его: «Ты был там». Настоящее время. Прямо. Не другие. Не кто-то. Ты. Чингук кивнул, тихо, но обдуманно. Возможно, не в знак прощения. Возможно, не в знак завершения. Просто в знак признания.
Потому что, возможно, дело было не в предательстве. Возможно, дело было в чем-то более простом. В чем-то более печальном. В несоответствии. В физическом плане рядом, но эмоционально незаметном. Защищая кого-то, когда ему нужно было выслушать. Не в неудаче. Просто в моменте. А момент может разрушить даже самые крепкие связи. Теперь они действуют осторожно. Не отстраненно. Не разорванно. Просто осознанно. Осознанно, что слова имеют вес. Осознанно, что благодарность может случайно ранить. Осознанно, что любовь все еще может причинить боль. И на протяжении всего этого Чингук никогда не обвинял. Никогда не винил. Он спрашивал только об одном. «Я был там, не так ли?» И пока на этот вопрос не будет дан безоговорочный ответ, эта история не закончена.